Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория и добро пожаловать на мой канал. Подпишитесь на мой телеграм-канал, я туда дублирую все эти видео, еще рассказываю о своей жизни в Испании, про парфюмы, естественно, и про котиков. Кто любит котиков, там они появляются намного чаще. И мой промокод в рандеву 10 Виктори дает скидку на все, суммируется со всеми акциями на сайте. Главное условие — покупка от 2500. Я люблю в рандеву, очень сильно люблю от Леванты. Они просто выглядят как полноценная travel-версия. И люблю сэмплы практически всегда и на все они там есть. Что меня поразило, что там даже бывают сэмплы от Леванты на снятые ароматы. Это прям редкость, да, там обычно вот либо покупай хоть вслепую, либо целый флакон за много-много денег. Снятости, как вы знаете, дорого стоит. Все, друзья, давайте перейдем к теме видео. Я обожаю парфюмы с ароматом косметических уходовых средств, с пудрой. Ими, конечно же, славится люкс в первую очередь. Люкс характеризуется тем, что он делается для большинства, чтобы понравиться всем. И, конечно же, эти ароматы, они чаще всего универсальные, они чаще всего притягивают внимание, комплименты, и всем нравятся. Они приятные. Пахнуть уходовым пудровым средством — это однозначно пахнуть приятно. Я просто себя остановила. У меня реально очень много таких ароматов, но я не могу, да, впихнуть все в одно видео. Давайте начнем вот с этого. Ой, упала. Ну, это просто хит, это покорил сердца многих, это правда, инфузион де рис. Тут ирис, конечно же, де рис, настойка ириса, конечно же, ирис, мандарин, нероли и бензоин. Это ирисовая пудра. Я лично не слышу тут никакой морковности. Для меня она такая глубокая, мягкая пудра. Очень напоминает именно аромат, да, косметической пудры, но при этом свежесть. В аромате есть свежесть. Я не чувствую здесь вот прям явно мандарин. Я скорее тут чувствую свежие такие мыльные нероли. Мыльные в хорошем смысле. Свежие, чистые. Это очень красиво. И в холод этот аромат звучит нормально. У него средняя стойкость. Если тепло, да, про жару уже даже не говорю, если тепло, аромат быстро слетает. Если у вас горячая кожа, тоже быстро слетает. Но сидит невероятно красиво, невероятно красивый аромат. И ирис. Вроде бы кажется, что ничего особенного, но поверьте мне, в шлейфе просто за ним хочется бежать. Еще один аромат про ирис, но тут уже такая тема сладкой пудры. Она даже немножечко с гурманскими оттенками. Perfume Sax, Кораль. Здесь ирисовая и фиалковая пудра одновременно. Такая рассыпчатая, прям вот с пуховки такая пудра. Немножечко есть оттенок, отсылка к ретро, но это ни в коем случае не ретро-аромат. Такая вот отсылка, я думаю, фиалковая пудра это делает. Но в ретро обычно фиалка, она такая зеленая, бывает даже корень фиалки, а здесь нет, здесь сладкая, засахаренная фиалка. В общем, пудра ирисовая с ароматом засахаренной, сладкой, немножко даже вкусной, припудренной сахарной пудрой, фиалкой. Следующий аромат — это Angel's Dust, ангельская пудра, ангельская пыль точнее. Многие говорят, что этот аромат куда-то отсылает к ретро. Может быть, это и есть, но за счет фиалковой пудры. Здесь чувствуется фиалковая, яркая, сладковатая пудра. Здесь как будто рядом, на этом туалетном столике, куда отсылает вообще этот аромат, к туалетному столику, к будуару, рядом лежит крем для тела, такой розовый, с ароматом розы, такой жирненькой, густой розы. И помада. Тут есть помада. Помада тоже с ароматом розы. Аромат больше в сладкую тему. Ну, он уходовый, но именно как если бы все вот эти вот средства уходовые были ароматизированы сладкой розой, сладкой сахарной пудрой. Но однозначно, вот когда его на себя наносишь, как будто бы ты только что отошла от своего туалетного столика, где наводила красоту. Конечно же, Герлен. У меня старый флакон, это Insolence.
Это аромат земляничного мыла, кто-то говорит. Но я тут чувствую яркую фиалковую пудру. Аромат может показаться довольно резким кому-то. Я такое люблю, мне нравится. Он очень-очень освежает, он супер стойкий, он очень шлейфовый. Вот вы идете, и на всю улицу будет за вами этот шлейф тянуться. Очень красивый, но предупреждаю, кто-то его очень любит, например, я, а кто-то говорит, что это какое-то земляничное мыло. На фрагрантике таких еще много отзывов, и мне в комментариях писали. Но если вы не знакомы вдруг с этим ароматом, обязательно попробуйте. Новые версии, они обычно более мягкие, они более сейчас диффузные, более современные, поэтому стоит попробовать, да? Даже если вы этот не любите, вдруг вам зайдет новая версия. Нарцисса Руж. Это туалетная вода. Я не знаю, напишите, если знаете, сняли его с производства или нет. Надеюсь, что нет. Это пудра свежая. Тут есть ландыш, тут есть, по-моему, бергамот, но чувствуется прям такая свежесть в аромате. И у меня от него вот ощущение всегда, целый день я его на себе слышу, как будто бы я только что завершила утренние процедуры, нанесла на себя крем, пудру, только что я еще умывалась, вот этот вот ландыш, да, дает ощущение вот этой свежести, только что как будто из душа вышла. И целый день сохраняется вот этот аромат. Он очень стойкий и шлейфовый. Ну, на моей коже точно. Я не помню, есть ли здесь роза, но вот здесь именно чувствуется косметическое средство. Здесь нет такого, что какие-то ноты, розы или еще. Тут прям однозначно вот для меня это пудра. Так, друзья мои, это хит, это просто любимый аромат моего мужа. Он его выбрал вообще из всей моей коллекции. И я его спрашивала, у меня есть видео с ним, пытала, почему именно он же такой вроде простой, ничего нет в нем выдающегося, как мне кажется. Но именно этим он и нравится. Для меня это однозначно крем для тела. Мыло неролевое, свежее. Тут есть, кстати, ноты цветочные, они прям так и заявлены, цветочные. Но я чувствую тут больше как будто белые кремовые цветы, может, гардения. Никакой индольности, может быть, есть жасмин, но индольности нет. В нем есть как будто вот какая-то влажность в этом аромате. Здесь еще есть мускус, и аромат вот немного запудривается. Но именно вот здесь конкретно по структуре к базе он такой, как будто бы пудра облачко, невесомое нежное облачко. Вот такой вот. Он настолько приятный, и ощущение чистоты, свежести, как будто ты только что вышла из спа, где тебе делали массаж, потом ты в спокойном режиме нанесла легкий макияж. Если вот тут вот ощущение, что ты прям такой вечерний макияж нанесла, и аромат ассоциируется с вечерним, а то здесь прям вот утро, день. Он, конечно, супер универсальный. И мне кажется, если нет какой-то непереносимости ноты, вот здесь вот такое тоже случается, мне писали в комментариях, то аромат подойдет буквально всем. Я не думаю, что он в шлейфе даже кого-то может как-то триггерить. Взяла этот аромат, мой любимчик. The House of Oud, молекулярный аромат. И я с ним познакомилась в аромабоксе. Я долго думала насчет его приобретения, потому что с одной стороны он мне очень понравился. Он универсальный. Здесь персик, здесь амброксан, кашмиран, есть ирис. И вот кашмиран мне очень нравится. Для меня это мягкое, уютное облачко. Некоторые люди пишут про какие-то тряпки. Я сколько не принюхивалась, я нанесла этот аромат на мужа, чтобы почувствовать в шлейфе, на блоттер, на себя, на одежду. Нигде на мне не раскрывается этот аромат вот таким образом. Или я это не воспринимаю так. Поэтому вот даже вот у меня бывает такое, что я прочитаю, услышу и понимаю, о чем идет речь, или, не дай бог, это начинаю сама чувствовать. Ничего такого у меня не произошло, чему я безумно рада. Это аромат, он вот больше напоминает как будто бы крем для тела с очень-очень такой отдушкой дорогой, персиковой.
И по структуре, вот я говорю, за счет кашмирана он именно таким облачком. Для меня это супер универсальный аромат, куда угодно, когда угодно, и он дорого звучит. За счет того, что здесь есть амброксан в таких нормальных количествах, он скорее придает вот свежесть аромату. Отдельно я его, как Джульетт Хесеган, например, не чувствую, он не перебивает все ноты, очень красиво вплетен. Но лучше, конечно, на себе носить. Лучше и не ждать от него чего-то, вот что это такое прям, ну, The House of Food стоит очень дорого. И когда ты видишь эту цену, ты ждешь чего-то, во-первых, супер-супер шлейфового. Во-вторых, как-то тебя должно прям поразить, прям удивить. Но тут, да, он не звучит как люкс, он звучит однозначно. Ты чувствуешь там вот эти дорогие амброксановые ноты, кашмирана, не дешевый, не синтетический персик. Но не поражает воображение, что любит делать ниша. Ну вот здесь вот так вот. Поэтому я не могу рекомендовать прям все берите, всем пойдет. Нет, только потестить, поносить на себе именно какое-то время, как он понравится вам. Я его почему заказала? Потому что я понимала, что у меня вообще мало таких вот тихих ароматов, да, без пудры, без каких-то вот однозначных нот. Я решила, что он мне нужен именно молекулярный, да. В чем его большой плюс? Он иногда затихает, то есть ты можешь его надеть вот в какие-то ситуации, в каких-то ситуациях можешь его носить, когда тебя очень-очень близкий у тебя контакт с людьми, и ты не хочешь их беспокоить своим явным ароматом, потому что насколько бы вот не был приятный вот этот аромат, но он довольно ощутимый, и я не везде бы его рискнула надеть. Кстати, в самолет могла бы, а вот на учебу нет. Он просто в самолете, он не будет сильно беспокоить, но если тебе надо сосредоточиться, и кто-то рядом с тобой в этом аромате, это может отвлекать. Ну, вот у меня вот лично, меня бы отвлекал этот аромат, даже если бы он мне нравился. Так, следующий аромат – это Royal Musca от Микалев. Это мой давний вообще любимчик. Я бы его тоже, кстати, отнесла к молекулярным. Это аромат про мускус, про такой мускус, который про уходовое средство, про пудру, про крем для тела. Здесь есть малина и персик в начальных нотах, но они не слышатся явно. Они все-таки оттенком и даже вот не явно фруктовым. Это прям чисто аромат про косметическое средство, про крем для тела. Здесь есть в верхних нотах еще вообще не заявлено, не знаю почему, такой аромат, как будто бы нероли, очень свежий. Но, друзья, я рассказываю это все про старую версию. Новая версия у меня есть, она отличается. Мне там категорически не нравятся верхние ноты. Я их наносила на себя, и я просто ждала, когда верхние ноты уйдут. Вот тогда раскрывается вот этот его красивый мускус королевский. Не знаю, недовольна. Я заказала себе сейчас в версии экстракт, эликсир, господи, в общем, я что-то забыла, как он, экстракт или эликсир называется. В общем, я заказала вот в этой версии, в другой. Ну, посмотрим, как он будет. Еще один молекулярный аромат The Secret Collection от Maraesque. И мне Royal аромат называется. И у меня тоже он был в аромабоксе молекулярных ароматов. Я тоже его долго носила и думала, надо ли мне. Вот по той же причине. Вроде бы он мне очень нравится. Он такой свежий. Он опять же про уход. Здесь тоже есть персик. Они очень похожи по пирамиде с The House of Oud, Breath of the Infinity. Но тут прям такой яркий персик. И в верхних нотах есть ревень. И он прям придает такую горчинку, кислинку и свежесть. Здесь есть ирис, и аромат запудривается. Пион есть, кстати, и в Breath of the Infinity тоже есть пион. Но вот здесь он отдельно не чувствуется. Нет. Здесь скорее пудровый, такой свежий персик. Если не знаете, что ревень, можно подумать, что это такой персик кислый, свежий, может, чуть-чуть недозрелый персик. Но он очень вкусно пахнет, но есть бы я его не советовала. И тут тоже есть
Я вот не помню, то ли Исей Супер, то ли Амброксан, то ли они оба есть. У него молекулярная база, свежая. И в аромате как будто есть вот такая холодная, родниковая, свежая вода. Они, я говорю, вроде похожи, но он более яркий, более свежий. И нет, ну по стойкости они одинаковые, да. Просто The Breath of the Infinity, он такой мягче, как облачко. А этот как будто со структурой, ну я говорю, как будто там есть вода. Ой, мой любимчик открытия этого года, Zarka Parfum Молекула 19 The Witch. Это аромат про кокосовое масло уходовое. У меня было такое кокосовое масло, я так кайфовала от него. Я выходила из душа, я наносила этот вот крем от Sunbart. И вот это такой уходовый кокос, натуральный, древесный, он чуть-чуть сладкий. Здесь нет никакого кондитерского, абсолютно нет, никакого крема. И тут вот эта свежесть, подложка, и Супер, по-моему, здесь есть вот эта подложка свежая, молекулярная. Аромат иногда кажется, что с тебя уже слетел, никто его не слышит, но нет, у него есть такой легкий, приятный уходовый шлейф уходового средства. Это он ощущается, да, он не будет заполнять комнату, он не будет очень явно звучать. Но на одежде, кстати, вот у меня как-то попал на одежду, он просто несмываемый. До стирки он держался. Я открывала когда шкаф, хотя я часто, да, парфюмами пользуюсь, и он перебивал вообще все остальные ароматы, если были на какой-то другой одежде. То есть, когда его наносишь, попал на одежду, все, эта одежда только ему принадлежит, либо отправляю ее сразу в стирку. Мой любимый аромат Putan de Palaces. Это все-таки не только про уходовое средство, но я очень люблю этот аромат именно за его ноты пудры, фиалковой пудры. И тут есть такие ванильные булочки, тут есть нота кожи, тут заявлена роза, но она вообще не чувствуется. И в начале аромата имбирь. Имбирь придает имбирь придает свежести здесь. Свежести, немножко пряности. Мне вообще очень нравится вот это сочетание, когда я пошла в нишу, ушла из люкса в нишу на несколько лет вообще. Мне очень продолжали, конечно, нравиться ноты уходовых средств, пудры, косметики и так далее. И мне в нише всегда нравилось находить вот это сочетание. Кожа с фиалковой пудрой и с имбирем в верхних нотах. Ну как вам это, да? И с пудрой, и с кондитерской такой, как будто бы ванилью для выпечки пришли. Ванилью для выпечки. Ну это же потрясающе. Вот то, за что я сначала полюбила нишу и решила, что все, теперь люкс мне не нужен. Ну а опять вернемся к люксу. У меня, кстати, тут реально больше люкса, чем ниши. L'Instant Magic Guerlain. У меня есть новая версия. И еще вот это вот в пчелках у меня осталось. Это красивая пудра с миндальными оттенками, с древесными оттенками, фирменной ванилью Герлена. И вначале есть бергамот. Причем бергамот ярче звучит вот в новой версии. Новая версия более диффузная. Она тоже стойкая, но вот она как будто бы летит. Этот аромат, он ведет себя немножко как экстракт или духи. Возможно, он настоялся, он долго уже, понятное дело, уже у меня стоит. Не знаю по какой причине, но вот он как будто более плотно сидит, как будто он более маслянистый. А тот вот такой летит вокруг тебя таким невесомым облачком. И в новой версии есть Амброксан, а тут, по-моему, белый мускус, я не помню. Но вот там прям чувствуется, да, вот эта современная уже молекулярная составляющая в том аромате. Мне нравятся обе версии. Самую первую я либо не пробовала, либо я просто уже не помню. Так, это аромат Le Liquide Imaginary, называется Фантасма. Аромат про баню. У меня вообще ощущение от этого аромата, как будто вот ты там намылся шампунями, каким-то кря-кря, я не знаю.
Ну, в общем, это шампунь чистая линия, он ничего плохого на самом деле. Он просто очень натуральный и свежий шампунь такой. И вот это вот аромат вот этого дерева, пропитанного вот этим шампунем, да, потому что баня, вот, это не сауна, это именно баня, которая уже давно-давно существует. Это мыло, это цитрусовость, и вот опять ощущение воды в этом аромате есть. Летом просто мне хотелось, чтобы я пахла этим ароматом, все вокруг пахло этим ароматом. Ну такая свежесть тут непередаваемая. Только после бани ты можешь выйти на вот настолько чистым и свежим по ощущениям. Так, Шанель номер 5. Люди, те, кто не любит этот аромат, которые пробовали его только с блотера или так на руку наносили, если вы не носили этот аромат долго, то я вам хочу сказать, что, скорее всего, вы немножко не так его представляете, какой он на самом деле. Это аромат, который должен раскрыться. Да, сначала тут выносящие мозг альдегиды. Я сама была из числа тех, кто вообще не понимал, как можно это на себя нанести. Коты, ну перестаньте так себя вести безобразно. Я не понимала, как это вообще можно на себе носить. Я думала, что все притворяются, что им нравится. Так вот в такой, господи, дань уважения Шанель номер 5. Но нет. Когда я нанесла на себя этот аромат в жару, мне страшно. Нанесла на себя этот аромат в жару, и он на моей холодной коже наконец-то открылся как должен. Это красивейшая пудра ванильная с цветочными абстрактными нотами и с ноткой древесности. И вот это вот сочетание верхних альдегидов вот с этим совсем, это никто так больше не сделает. Это и свежесть, и ванильность, сладость, и цветочность. И я в шлейфе этот аромат даже сама не узнала, хотя он был уже у меня. Я приехала к Ульяшке, и вот чувствую от нее такой красивый, пудрово-кремовый, свежий шлейф. Думала, она себе какой-то новый аромат прикупила, дорогой. Оказалось, что это Шанель номер 5. Ну, правда, я вообще не ожидала. Очень красиво звучит, особенно с горячей кожей всегда. Вот я представляю, насколько красиво, когда у тебя горячая кожа, ты наносишь его и выходишь на мороз. И альдегиды ярко, и вот эта база яркая. Просто очень красиво. Я думаю, что на мне он даже так не открывается. Так, и последний аромат. Это новинка 2024 года. La Vie Belle эликсир. Это аромат, который стартует пудрой фиалковой, немножко зеленой. Фиалка похожа на фиалку в Фаренгейте. Вот я специально сравнила. Правда, есть что-то общее между этими фиалками. И я ее вот в Фаренгейте я больше всего ее и обожаю. И потом здесь уже появляется кожа, здесь есть нотка малины, такой свежей малины. Она потрясающе звучит с этой вот верхними нотами, с фиалковой пудрой. То есть есть такая и зеленая фиалка, и пудровость, и немножечко кислинка, и сладость малины. Малина тут скорее свежая, но перетертая с сахаром. Вот и есть в нем такое ощущение сладости. И кожа в базе. Да, мне нравится это сочетание. Оно, вот я говорю, оно практически, да, как вот в Путане. Пудра, фиалковая пудра с кожей. И здесь это практически ниша. Это на самом деле скорее уже бутиковая линейка. Я знаю, что многим поклонникам La Vie Belle этот аромат не понравился. Именно те, кто любит вот эту классическую сладкую La Vie Belle, они не приняли. А мне как раз-таки это и нравится. Я классическую версию не могу на себе носить, ничего плохого, но я себе не купила ни одну из них. А это красиво. Это очень красиво. Это прям звучит, ну, я говорю, бутиковая линейка, ниша такое делает. Вот, друзья, я, кстати, умудрилась довольно быстро вам про все эти ароматы рассказать. Я их ношу чаще всего, за редким исключением, когда у меня бывает настроение
чего-то гурманского. К гурманике я пришла уже, будучи таким парфманьяком, когда уже вот этих у меня стало множиться, я поняла, что у меня вся коллекция начинает состоять только из однотипных ароматов. И тогда я стала уже больше например, даже вот этот аромат, да, вот The House of Wood или Moresque Royal, это уже немножечко отход в сторону. Тут потому что такая фруктовая яркая составляющая, да, есть кремовость, но немножко уже в другую сторону. И я начала себя вот насильно немножечко перенаправлять. И шедевры есть везде, и мне и гурманские ароматы есть те, которые очень нравятся, и древесные, и специевые, то есть можно везде что-то найти. Но я всегда счастлива, когда в них во всех есть, хоть что-нибудь намеком на уходовое средство. Даже в самой такой гурманике, если есть, это прям мне больше понравится, чем просто чистая гурманика, которую хочется съесть. Но такое тоже бывает. Все, друзья, спасибо, что провели это время со мной. Я вам желаю хорошего настроения каждый день, чтобы ароматы вам в этом способствовали. Обязательно будьте счастливы. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Про мой промокод в рандеву не забывайте. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Thank you.